Сегодня мы снова окунемся в теорию хаоса и ее применение в алгоритмическом трейдинге. А в следующей серии начнем строить алгоритмы и кодить. В прошлом выпуске мы разобрали два первых инструмента из пакета Билла Уильямса. Это аллигатор и Эвсон-осциллятор. Но это лишь начало. Уильямс построил целую систему, где каждый индикатор — это как измерение в многомерной модели рынка. Вместе они дают не просто сигналы, а почти карту хаотической динамики цены. Сегодня на очереди оставшиеся 4. Фракталы — простые стрелки на графике, которые показывают скрытую геометрию рынка и помогают находить ключевые точки разворота. Осциллятор ускорения — индикатор, который предсказывает сдвиги еще до того, как цена начнет движение. Гаттер — визуализация голода тренда, его силы и слабости. И, наконец, индекс фасилитации рынка. Метрика, которая показывает, есть ли у движения реальное топливо. Эти инструменты не работают поодиночке. В связке они формируют систему, которую можно использовать и в классическом трейдинге, и в алгоритмах. Сегодня мы разберем, как это выглядит на практике. Начнем. Всем привет, с вами снова Евгений. Теперь без лишней воды давайте начнем серию с акселератор-осциллятора. Будем называть его AC. Он показывает ускорение рынка, то есть то, что в физике бы мы назвали второй производной от цены. AO, напоминаю, что это Эвсон-осциллятор, это индикатор импульса. Он показывает, кто в данный момент сильнее, быки или медведи. AC — это уже ускорение этого импульса. Представьте машину, скорость или импульс — это AO, а насколько сильно жмут на газ или тормоз — это уже AC. Уильямс говорил, что именно изменение ускорения, а ускорение быстрее, чем сам импульс, дает самые ранние сигналы о том, что рынок готов двинуться в новую фазу. AO можно вычислить как разницу между двумя SMA с периодом 5 и 34. Обратите внимание, что это простые средние от медианных цен. Напомню, что в аллигаторе используется SMMA, это сглаженная скользящая, чтобы линии были ленивыми или не слишком реагировали на шум. А в случае AC и AO простая скользящая, чтобы показать чистый импульс и его ускорение. Если бы применялась сглаженная, AO и AC запаздывали бы слишком сильно, и их смысл раннее предупреждения терялся бы. AC — это разница между AO и простой скользящей средней с периодом 5, взятой от AO, то есть AC равняется разнице между AO и его же скользящей средней. Если AO растет быстрее своей средней, AC уходит в плюс. Если AO тормозит, AC падает к нулю или в минус. Гистограмму можно интерпретировать следующим образом. AC может быть и выше, и ниже нуля, но по Уильямсу важнее именно цвет и последовательность баров, чем сам факт выше-ниже. Зеленый бар — ускорение вверх, красный бар — ускорение вниз. Два и более зеленых бара подряд выше нуля, рынок разгоняется вверх. Это сигнал к покупке. Два и более красных бара ниже нуля, рынок разгоняется вниз, сигнал к продаже. Смена цвета на противоположный часто происходит раньше, чем реакция цены или даже разворот AO. Поэтому AC считается ранним индикатором. В системе Уильямса AO показывает факт импульса. Рынок уже движется, в то время как AC показывает, что движение еще ускоряется или наоборот начинает тормозить. Таким образом, если AO уже выше нуля, а AC только начинает зеленеть, это очень сильный сигнал на продолжение тренда. Если AO в минусе, но AC показывает зубы вверх, это предупреждение о возможном переломе. В хаос-теории AC — это четвертое измерение, следующее после цены, времени и импульса. Он улавливает флуктуации до того, как система перестроится, как тот самый эффект бабочки. В MT5 AC встроен по умолчанию. Логика простая: не торговать только по AC, а использовать его как подтверждение к аллигатору и фракталам. Уильямс писал: каждая сделка против AC требует дополнительного подтверждения, потому что вы идете против ускорения. Главная ценность заключается в следующем: AO дает запаздывающий, более надежный сигнал. AC дает ранний, иногда шумный, но именно за счет этого помогает ловить рынок еще до взрыва. Можно сказать так: AO — это карта, AC — это прогноз погоды по этой карте. AC — это не самостоятельный индикатор «купи и продай», а фильтр и ранний детектор ускорения. Рассмотрим основные паттерны AC.
Во-первых, два последовательных бара одного цвета. Если два подряд зеленых бара выше нуля, это ускорение вверх, подтверждение бычьего импульса. Если два подряд бара красных ниже нуля, ускорение вниз, подтверждение медвежьего импульса. Это базовый сигнал. Рынок, так скажем, переключает передачу. Далее смена цвета. Если цена еще не развернулась, но AC меняет цвет с зеленого на красный или наоборот. Это ранний намек на изменение динамики. Уильямс считал такие смены предупреждением, а не готовым сигналом. Следующий – это пересечение нуля. Когда AC пересекает нулевую линию, это сигнал, что ускорение сменило направление. Но важно, пересечение нуля не равно входу. Это индикатор смены режима, а вход ищется вместе с AO и аллигатором. Дальше сочетание AO и AC. AO дает основной тренд, AC показывает его ускорение. Например, AO больше нуля, бычий тренд, а AC уже красный, значит тренд вверх есть, но он теряет скорость. AO меньше нуля, но AC зеленый, медведи правят, но ослабели, можно ждать разворот. Далее паттерн 3 зеленых, 3 красных. 3 подряд зеленых бара, даже ниже нуля, рынок начинает разгоняться вверх. 3 подряд красных бара, даже выше нуля, рынок готов к торможению либо снижению. Это более сильный сигнал, чем 2 бара. И последний, AC плюс аллигатор. Аллигатор спит, линии переплетены, но AC начинает давать серию зеленых баров. Рынок просыпается, возможен новый тренд. Аллигатор открыт, тренд идет, но AC краснеет. Тренд дышит на ладан, стоит подтянуть стопы. Следующий индикатор – фракталы. Что это такое? Фрактал в торговле – это локальный экстремум цены, оформленный как устойчивый мини-паттерн из 5 свечей. Фрактал вверх – когда центральная свеча имеет максимум выше, чем у других свечей слева и 2 справа. Фрактал вниз, когда центральная свеча имеет минимум ниже, чем у 2 свечей слева и 2 справа. На графике это отмечается стрелками над свечой вверх или под свечой вниз. Почему это важно? Уильямс рассматривал фракталы как первое измерение хаоса, потому что они показывают, во-первых, самоподобие, то есть мелкие паттерны отражают структуру больших движений. Ну а во-вторых, точки разворота. Локальные экстремумы формируют опорные точки будущего тренда. Фрактал – это якорь структуры рынка, от которого строятся уровни пробоя, уровни стоп-лоссов и ориентиры для входа в тренд. Фракталы имеют следующие ключевые сигналы и паттерны. Первый паттерн – это пробой фрактала. Если цена пробивает последний фрактал вверх, это сигнал покупки. И если цена пробивает последний фрактал вниз, это сигнал продажи. Но работает только если пробой в сторону аллигатора, то есть в сторону тренда. Уильямс всегда настаивал не торговать пробой фрактала против пасти аллигатора. Следующий паттерн – фрактал плюс аллигатор. Аллигатор спит. Рынок во флете. Фракталы появляются часто, но они пустые. Аллигатор просыпается, линии расходятся, цена пробивает фрактал в его сторону. Это чистый трендовый вход. Это один из основных рабочих сетапов в системе Уильямса. Паттерн 3. Фрактал как уровень стоп-лосса. При покупке стоп-лосс ставится за ближайший фрактал вниз. При продаже стоп-лосс ставится за ближайший фрактал вверх. Это делает торговлю структурной. Рынок сам рисует, куда поставить защиту. Паттерн 4. Лестница фрактала. В тренде формируется последовательность пробоев все новых фракталов. Рынок шагает от одного уровня к другому. Трейдер может использовать эту лестницу для постепенного входа или трала позиции. Следующий паттерн – это фрактал как фильтр. Если AO, AC и аллигатор дают сигнал, но цена не пробила ближайший фрактал, входа нет. Это встроенный тормоз отложенных сигналов. Этот паттерн отсекает огромное количество сделок, поэтому нужно использовать его аккуратно. Тщательно подбирать фреймы, где он показывает что-то адекватное. У фракталов есть как сильные стороны, так и ловушки. Фракталы дают простую и наглядную структуру. Хорошо работают как уровни, универсальны на всех таймфреймах и рынках. А вот минусы следующие. На флете фракталы сыпятся один за другим, создавая ложные уровни. Сигнал появляется только через 2 свечи после центральной, то есть фрактал запаздывает. Поэтому Уильямс всегда использовал их в комбинации с аллигатором и AO, что мы сейчас и рассмотрим. Во-первых, фракталы плюс аллигатор – это основная связка.
фрактал вверх пробит выше зубов аллигатора, красная линия, сигнал buy. Фрактал вниз пробит ниже зубов аллигатора, сигнал sell. Если фрактал пробивается внутри пасти аллигатора, это ложный сигнал, его игнорируют. Это базовый фильтр против флета в системе Уильямса, вход в сделку всегда подтверждается аллигатором. Второе. Фракталы плюс AO. AO показывает силу тренда и направление ускорения рынка. Если пробивается фрактал вверх и при этом AO больше нуля и растет, то buy. Если пробивается фрактал вниз и AO меньше нуля и падает, sell. AO защищает от входа вверх при падающем импульсе. Третье. Фракталы плюс AC. AC сигналит раньше AO. Пробой фрактала вверх плюс AC больше нуля и зеленые бары – подтверждение buy. Пробой фрактала вниз плюс AC меньше нуля и красные бары – подтверждение sell. В итоге получается двухэтапная фильтрация. AO – это направление, AC – это ускорение, фрактал – это триггер входа. Также существует вариант фракталы плюс Market Facilitation Index, MFI. MFI Уильямса, который мы рассмотрим немного дальше, это индикатор эффективности движения цены. Он показывает, насколько объем помогает или мешает тренду. Пробой фрактала вверх плюс MFI растет, это зеленые бары, значит сильный сигнал buy. Пробой фрактала вниз плюс MFI падает, коричневые бары, сильный сигнал sell. MFI часто используется для отсеивания ложных пробоев фракталов, но про этот индикатор чуть позже. И последнее. Фракталы плюс комбинация индикаторов. Фрактал вверх пробит, плюс аллигатор раскрывается, плюс AO больше нуля. Это классический сетап Уильямса на вход в длинную позицию. Фрактал вниз пробит, плюс аллигатор раскрывается вниз, плюс AO меньше нуля, вход в шорт. Фрактал плюс AC плюс AO плюс аллигатор – это тройная фильтрация. Входы получаются редкими, но максимально чистыми. Ключевая логика Уильямса выглядит так. Фракталы – это карта уровней. Аллигатор – фильтр по тренду, AO и AC – фильтр по импульсу, MFI – фильтр по объему. И только когда все фильтры совпадают, трейдер получает сильный сигнал. Следующий индикатор – это осциллятор Гаттер. Что это такое? Гаттер – это визуализация фаз аллигатора. Верхняя гистограмма – это челюсть минус зубы, нижняя гистограмма – зубы минус губы с инверсией. Все это по модулю. Зеленый бар – это расхождение линий увеличивается. Красный бар – расхождение линий уменьшается. По сути, Гаттер – это сигнализатор пробуждения и усталости тренда. Уильямс описывал несколько фаз Гаттера, притом почти биологически. Первая фаза – Гаттер спит. Обе гистограммы красные. Рынок во флете, тренда нет. Вторая фаза. Гаттер просыпается. Одна сторона зеленая, другая красная, начинается движение, но еще не подтверждено. Третья. Гаттер ест. Обе стороны зеленые, рынок в тренде, силы в движении, охота идет. Четвертое. Гаттер насыщается. Одна сторона красная, тренд замедляется, пора сокращать позиции. И пятое. Гаттер снова спит. Обе красные. Флэт. Рынок ушел в боковик. Эта модель сон, охота, сон наглядно показывает цикличность рынка, о чем писал Уильямс в «Новых смирениях». Возможно, я выбрал не самый наглядный пример, но саму идею он отражает. Как это применить в трейдинге? Как фильтр к аллигатору. Аллигатор показывает направление, Гаттер – силу тренда. Вход после сна – две красные. При первом появлении зеленых – сигнал о начале движения. Выход – первая красная после серии зеленых. Фиксируем часть прибыли. Также Гаттер можно использовать в связке с другими индикаторами, например, с AO. AO может быть больше нуля, но если Гаттер обе красные, то тренд не подтвержден. Ключевая идея Уильямса заключается в следующем. Выживает тот, кто охотится тогда, когда стадо движется. Гаттер нужен, чтобы понять, спит рынок или охотится. Трейдер зарабатывает только в фазе охоты, то есть движения, поэтому работа против Гаттера – это торговля во флете, что смертельно для депозитов. И последний индикатор на сегодня – это MFI. MFI у Уильямса – это индикатор, который многие путают с Money Flow Index из классического теханализа. Но Market Facilitation Index – это совсем другое. Он показывает, насколько эффективно рынок движется на единицу объема. Давайте разберем пошагово. Что это такое? Его формулу вы сейчас видите на экране. Индикатор показывает, насколько рынок облегчает движение цены при текущем объеме. Если при малом объеме цена сильно движется, движение эффективно.
Если при большом объеме диапазон маленький, рынок буксует. В МТ5 MFI отражается как гистограмма с цветовой кодировкой. Зеленый MFI растет, объем растет. Усиливается интерес, плюс расширение диапазона. Движение ускоряется, тренд набирает силу. Фиолетовый MFI падает, объем падает. Угасание интереса, рынок засыпает. Часто это случается перед флетом или паузой. Коричневый MFI растет, объемы падают. Диапазон увеличился, но объем упал. Рынок толкают немногие игроки, движение на тонком рынке. Возможны ложные пробои. Синий MFI падает, а объемы растут. Много объема, но движение маленькое. Борьба, консолидация, часто перед резким выходом. Уильямс называл это цветовым кодом рыночного дыхания. Как применить в трейдинге? Во-первых, подтверждение тренда, зеленый сигнал в направлении движения. Далее ловля пробоев, серия синих баров, компрессия, ждем мощный выход. Далее фильтрация ложных движений, коричневый сигнал, значит опасность входа. Выход из позиции, фиолетовый сигнал после тренда, рынок теряет энергию. Что насчет связки с другими индикаторами? Во-первых, с AO. Зеленый MFI плюс AO растет, значит сильный тренд. С аллигатором MFI подтверждает, что аллигатор ест, то есть идет движение с объемом. С фракталами пробой фрактала плюс зеленый MFI – это надежный вход. С гатором синий MFI часто совпадает с насыщением гатором. Ключевая идея Уильямса – цена движется тогда, когда толпа согласна двигать рынок. MFI показывает, с какой легкостью это происходит. Иными словами, это измеритель эффективности, сколько усилий, объемов нужно рынку, чтобы пройти путь. Мы разобрали 4 индикатора из пакета Билла Уильямса. Фракталы – простые стрелки, которые указывают скрытые уровни рынка, осциллятор ускорения, индикатор, предвещающий движение, гатор – наглядный способ увидеть силу или слабость тренда, индекс фасилитации рынка – метрика, которая показывает, есть ли у цены топливо для продолжения. Все эти инструменты вместе формируют систему, которая превращает хаос графиков в структурированные сигналы. Но важно понимать, связь с теорией хаоса не в том, что индикаторы угадывают рынок. Они отражают фундаментальные принципы хаоса. Фрактальность, рынок повторяет себя на разных таймфреймах. Нелинейность, движение цены зависит не от одной причины, а от множества факторов. Переходы фаз. Хаос может внезапно превращаться в тренд и наоборот. Уильямс адаптировал эти идеи в прикладной набор инструментов. Фракталы находят точки перелома AO и гатор улавливают момент перехода системы, а MFI показывает, есть ли энергия для продолжения. В других интерпретациях хаоса можно искать входы через сетевые модели, кластерный анализ, волны или даже геометрию аттракторов. Но пакет Уильямса остается самым практичным и простым вариантом. Важно осознавать, что все эти индикаторы эффективны, когда выполнена их адаптация под текущую валютную пару, под состояние рынка и ваш стиль торговли. И вот здесь начинается самое интересное. Теория – это только половина дела. В следующем видео мы перейдем от слов к делу, начнем вводить эти индикаторы, тестировать, на что они действительно способны и собирать их в основу алгоритма. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся в следующей серии.